Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать кофточку, которую я связала. Так как она у меня готова, я вам покажу, как вяжется узор. Она сетчатая, тело в ней дышит, но в то же время она и греет. Здесь есть примесь шерсти, она вяжется очень легко и просто. А также покажу вам все на манекене и расскажу, как я это делала. Давайте приступим. Я начинала вязать из 108 воздушных петелек, провязывала цепочку и вязала узор. Рукав начинала вязать, набирала цепочку из 61 петельки и вязала узор. Кофта вязалась по кругу, в ней нет боковых швов, ни в рукаве, ни здесь. Только ввязывала рукав и здесь плечевой шов. Все, больше швов здесь нет. Снизу у меня получилось 53 ряда, вот до сюда я посчитала. И рукав снизу до проймы у меня вышло 40 рядов. Ну, я рассказала, как вязала я, но вы уже смотрите по своей фигуре. Мерите, допустим, я набирала низ, вставляю сюда кулачок, и чтобы была свобода, цепочку не натягивая. И уже потом еще 2 ряда я провязываю, и уже можно померить, посмотреть примерно, как оно будет. Ну, а дальше уже прямо, не прибавляя, не убавляя, я вязала. До сюда, а здесь уже тоже начинаете вывязывать, и уже просто нужно мерить. Я вяжу без выкроек по себе, просто когда мне нужно, я меряю, когда что-то нужно уточнить. А так ничего сложного, рука вяжется прямо, тоже без прибавления, убавления, как и кофта. Прямо. ВТО я кофты не делала, узор мне нравится такой, как есть, но все-таки тесемка у меня чуть-чуть идет волной, я все-таки слегка пройдусь паром. Давить нельзя, потому что можно запечатать узор, вязку нашу можно запечатать, поэтому еле касаясь, я чуть-чуть приутюжу. Кофточка мне понравилась, мне нравится, как она выглядит, она вяжется легко и просто. Давайте приступим. Мне понадобился крючок номер 4 и ниточки, состав 60% акрила и 40 мохера. Мне понадобилось 3-4 мотка, точно сказать не могу, так как у меня уже моточки были начаты, я просто уже начала вязать с начатых моточков, но примерно 3-4 мотка. И в одном мотке 100 грамм на 500 метров. Вот такая кофта получилась, вязка очень хорошая, мне нравится. Вот, и тело дышит, и греет. Такая воздушная, хорошая, и цвет приятный. Сейчас покажу вам, как я вязала узор. Итак, давайте начнем вязать наш образец. Я покажу, как вязать по кругу. Цепочку набираем 90 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот что у нас получается, и таким образом вывязываем еще 80. Ну вот мы связали цепочку 90 петелек. Теперь следим, чтобы она не перекрутилась, и соединяем. Также у нас есть еще 2 канала: Кулинарная гармония и Кулинарная гармония диетические рецепты. Там вы найдете много интересных и полезных и проверенных рецептов. Подписывайтесь, будем очень рады. Ссылочки будут внизу под видео в описании. И будем вязать по кругу. Вяжем 1, 2, 3, делаем столбик с накидом, 1, 2, 3, прокалываем, теперь 1 воздушная, и здесь через 1, вот. Делаем столбик с накидом, 1, 2, 3, прокалываем, 1 воздушная петелька,
и столбик с накидом. 1, 2, 3. И делаем столбик с накидом. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная. И 1, 2, 3. Вот что у нас получается. То есть у нас сверху и снизу между столбиками должна быть одна пустая воздушная петелька. И здесь одна воздушная петелька. Делаем столбик с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петелька. Считаем в обратную сторону. 1, 2, 3. Считаем мы с проколотой. Делаем столбик с накидом. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная петелька. Здесь одну пропускаем. 1, 2, 3. Вот что у нас получается. Так мы вяжем до конца ряда, вот вокруг, и вот сюда выходим, и здесь уже будем соединять. Ну вот мы заканчиваем наш первый ряд, и вот смотрим, здесь столбик как бы сверху идет, поэтому здесь тоже мы подгоняем, чтобы он сверху был. Стараемся повторить наш узор. Здесь у меня, конечно, не сильно совпало, но ничего страшного, это образец, поэтому уже здесь как получилось, так получилось. Дальше уже я покажу. Здесь просто они рядышком должны столбики быть. Так, а здесь одну воздушную мы сделали. И вот прокалываем. Ну вот как получилось, просто здесь получилось чуть шире. Переворачиваем на эту сторону. И теперь вяжем. Дальше намного проще, потому что здесь уже все понятно. И столбик над столбиком будет. 1, 2, 3. На этом мы как бы сделали столбик с накидом. Прокалываем вот здесь. Делаем столбик с накидом. Одна воздушная петелька. И возвращаемся вот над столбиком, прокалываем. Так, с шерстью, конечно, вязать не очень удобно, она хватается. Вытягивать неудобно. Вот что у нас получается. Столбик с накидом, одна воздушная петелька, столбик с накидом, назад возвращаемся, прокалываем над другим столбиком, столбик с накидом. Ну, на схеме вам будет более понятно, можно будет посмотреть. Столбик с накидом, одна воздушная петелька, прокалываем, столбик с накидом, столбик с накидом, прокалываем,
1 воздушная петелька и прокалываем над другим столбиком с накидом. Вот как у нас получается. Подписывайтесь на Инстаграм, там удобнее смотреть схемы. Видео я тоже показываю, но как бы в Инстаграме, наверное, удобнее смотреть, поэтому подписывайтесь. Так. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Возвращаемся, прокалываем над другим столбиком. То есть вот здесь между столбиками пустая воздушная петелька, и здесь между столбиками тоже воздушная пустая петелька. Столбик с накидом. Вот, воздушная петелька. Столбик с накидом. Возвращаемся. Ничего сложного нет, узор простой. Постепенно будет намного быстрее получаться. Ну и также вяжете вот вокруг. И приходим сюда, и здесь будем соединять наш второй ряд. Ну вот мы заканчиваем наш второй ряд. Делаем столбик с накидом. Смотрим, у нас здесь как бы сверху столбик идет, поэтому заходим под низ и прокалываем. Стараемся повторить максимально наш узор при соединении. Воздушная петелька. Так. И соединяем. Вот мы соединили наш второй ряд. Переворачиваем. Делаем 3 воздушные петельки. 3. Делаем столбик с накидом. Вот 2 столбика мы пропускаем, в 3 прокалываем. Вот как у нас получается. Теперь воздушная петелька. И назад возвращаемся. Прокалываем сразу над столбиком. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Прокалываем, возвращаемся над столбиком. Только старайтесь прихватывать хотя бы 2 ниточки, чтобы столбик держали. Если за одну, то может быть некрасиво, неаккуратно. Одна ниточка может вытягиваться. Столбик с накидом. Вот мы хватаем 2 ниточки. Вот они, столбик будут держать. И прокалываем. Делаем столбик с накидом. 1 воздушная петелька. Возвращаемся назад. Столбик с накидом. Прокалываем. Столбик с накидом. Следующий столбик с накидом. Воздушная петелька.
Возвращаемся, делаем столбик с накидом, крест-накрест. Вот как у нас получается. И так провязываем третий ряд. Доходим сюда и здесь будем соединять. Вот мы заканчиваем наш третий ряд и стараемся повторить узор при соединении. Вот смотрим, здесь столбик как бы сверху идет, поэтому этот столбик делаем из-под низу, чтобы этот шел сверху здесь. Воздушная петелька. И здесь прокалываем, хватаем 2 ниточки, соединяем. Вот как у нас получилось. Переворачиваем и вяжем 4-й ряд. 1, 2, 3. Это как бы наш столбик с накидом. Теперь сюда прокалываем, делаем столбик с накидом. Воздушная петелька. Прокалываем. Вот получилось. Столбик с накидом. Вяжем свободно, стараемся сильное натяжение не делать, чтобы у нас более воздушная вязка получилась, ну где-то средняя. Столбик с накидом, воздушная петелька, возвращаемся, прокалываем, столбик с накидом, столбик с накидом, воздушная петелька и столбик с накидом. Вот как у нас получается. Вот, провязываем 4-й ряд. И здесь точно так же соединяем. И потом снова переворачиваем. Вяжем 5-й ряд, потом переворачиваем. Ну и так всю кофту. Очень нравится мне вязка по кругу, так как нет боковых швов, и в рукаве нет швов. И очень красиво. Так что я фанатка, наверное, вязания по кругу. Ну, по крайней мере, крючком. Вот покажу. Вот у нас все получается так, как здесь. Очень симпатично. Влажно-тепловую обработку я не делала. Мне не нравится. Мне здесь нравится так. Пышненький узорчик. Но если я и делаю, то через проутюжильник. И совершенно, ну, наверное, больше как бы проходишь паром. Давить нельзя, потому что запечатается узор. Еле-еле дотрагиваясь утюгом. Я вязаные вещи вообще не придавливаю, ничего. Чисто символически, прям по воздуху паром прохожусь и все. Но здесь я вообще ничего делать не буду. Мне нравится так, все ровненько лежит. И узорчик пышный, свободненькая вязочка. Так что здесь я обойдусь. На этом все. Будем прощаться. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого хорошего, хорошего настроения и огромное количество идей. Пока-пока.